Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. И это финансовый гороскоп для Скорпиона, для всех тех, у кого Солнце находится в Скорпионе, у кого асцендент в Скорпионе, а также денежные дома, какой-то из них, это второй, шестой, 10 находится в Скорпионе. И да, если у вас много планет в восьмом доме, это тоже обитель Скорпиона. Тогда, дорогие, присаживайтесь поудобнее, будем разбираться, где ваши деньги, в чем ваша суперсила и как вам нужно зарабатывать для того, чтобы ваши финансы только приумножались. И да, если говорить про суперсилу, то ваша основная суперсила это однозначно деньги, и деньги не свои. То есть здесь нужно умело расходовать чужие деньги, то есть их очень грамотно крутить, можно это так назвать. И если говорить про качества, которые вам нужно развивать для того, чтобы зарабатывать свои деньги, Скорпион ли вы по Солнцу, либо у вас денежные дома, которые я только что перечислила в Скорпионе, или заполнены восьмой дом, то здесь, конечно же, эта работа вообще на максимуме своих усилий, своих возможностей. То есть концентрировать нужно усилия, то есть уметь работать в напряжении, справляться с кризисами. Сложно здесь зарабатываться в гармонии, потому что вы легко можете зарабатывать деньги в каких-то сложных, чрезвычайных ситуациях, в катаклизмах. То есть и нужно в этих ситуациях спокойно себе работать и понимать, что задача у нас сейчас такая, она не совсем простая, но не одна из самых сложных, да. Нужно уметь владеть большими суммами, их выдерживать, то есть напряжение от больших денег. И здесь истинно на самом-то деле важны такие внутренние качества, как глубина эмоций, уметь свои эмоции распознавать, да, иметь, конечно же, понимать силу денег, ответственность в том числе, не выходить на эмоции, да, не паниковать в каких-то таких сложных моментах жизненных, уметь оказывать влияние, манипулировать в том числе, уметь управлять. То есть, когда ты можешь управлять, захватывая внимание людей в том числе. И 100% здесь, дорогие скорпионы, по Солнцу вы, либо по финансовым домам вы Скорпион. 100% вокруг вас находятся люди, которые помогают вам в проявлении этих качеств. Если же ваша вторая половинка тоже Скорпион или какой-нибудь властный человек, 100% вы находитесь в окружении людей, которые тоже проявляют власть, которые считают, правит миром тот, у кого денег больше. И это абсолютно Скорпионе история. То есть здесь ваше стремление, в принципе, по жизни должно быть к овладению деньгами, пусть не своими, пусть чужими. И однозначно ваши партнеры по жизни, муж или жена, ваша вторая половинка, тоже имеют характер такой достаточно властный, и это нужно понимать, что вам вторая половинка дана для того, чтобы прокачивать в себе все эти свои моменты яркие и мощные, да. То есть здесь проверка на прочность, здесь обязательно вы понимаете, что вы максималист, и вам кажется, что от вас хотят очень многого. Нет, от вас хотят максимум, тот же самый максимум, который по жизни хотите вы. Вы просто нашли своего человека, и если вам сейчас кажется, что вы в отношениях воюете, что вами хотят управлять, руководить и командовать, знайте, что вы точно такой же человек, просто вас выводят на эти эмоции, но вам выводиться не нужно. Для того, чтобы взять и эти отношения разрушить, вам нужно только расти вместе. Однозначно ваша суперсила еще есть в страсти, потому что, занимаясь тем, что вам не нравится, это стресс, а если вы занимаетесь тем, что вам истинно нравится, это страсть. И как только вы распознаете свои вот эти эмоции, переживания, в психике своей покопаетесь, так вы можете зарабатывать и в страстных чувствах, и
доводить вообще эффекты до предела. То есть вы вообще, в принципе, любите сами затягивать ситуацию, чтобы потом ее так красиво разруливать, вот так красиво в ней разбираться. Но можете долго-долго-долго вот так тянуть, даже если у вас еще и Марс в Скорпионе, то есть ваши прямые вообще, в принципе, действия по жизни, вы всегда тянете до последнего, чтобы потом случился аврал, ситуация коллапса, и вы такой или такая: все, я здесь, я готов все решить, сейчас все сделаю, потому что я мастер. И здесь история однозначная, и в любовных отношениях, скорее всего, вы себя так ведете, потому что основная сила Скорпиона – это умение разбираться в эмоциях, опускаться на глубину и в этих эмоциях понимать. Поэтому большинство-то скорпионов, неважно по Солнцу, по асценденту, либо по финансовым домам, это люди, которые разбираются в психологии. То есть это ваш конек. Если вы в этом разбираетесь, если вы можете разбираться в психике других людей, то есть и вы очень грамотный манипулятор, и значит ваши деньги на самом-то деле близко. Здесь нужно просто это понимать, что когда вы доводите какую-то ситуацию до предела, у вас открывается второе дыхание. Выходит как раз-таки тот начальник-руководитель, который понимает: так, сейчас все решу. Можно сказать, антикризисный менеджер. То есть вам просто по кайфу вот так с этим жить и решать стрессовые ситуации, где другие люди просто не справляются. Но для того, чтобы достичь этого уровня, стать вот таким антикризисным менеджером, нужно, конечно же, разбираться в психологии. Почему вы так делаете, да? Потому что вы максималист, потому что вам нужны вот эти эмоциональные качели для разгона. Сложно вообще жить и выживать, когда все гармонично и хорошо. У вас такое ощущение, будто бы чего-то не хватает. То есть есть такая история у скорпионов, и нужно это в себе прочувствовать и честно себе сказать, что вы не можете развиваться в условиях отсутствия кризиса. Поэтому вы иногда сами, когда все хорошо, начинаете раскачивать эти эмоции, для того, чтобы где-то хоть был какой-то стресс, и начать что-то действовать, чтобы чувствовать, страсть вас кипела. Сказать, что это плохо или хорошо, здесь каждому свое. Если вы можете потом эти вулканообразные качели успокоить, это отлично. Если вы каждый раз выходите из отношений любовных или финансовых на этих вулканах, тогда с этим нужно разбираться, потому что однозначно здесь история того, что если вы доводите до такого состояния и начинаете потом выходить из отношений или переделывать свою вторую половинку, переделывать всех в бизнесе, и, скорее всего, у вас потом все рушится. Здесь нужно в этих качелях научиться развиваться, устаканивать свое эмоциональное состояние. Сказать, что вам когда-нибудь будет достаточно, это сложный момент. Сказать, что вы когда-нибудь придете к гармонии, вообще у Скорпиона это задача всей жизни: прийти к гармонии, прийти к гармоничному, комфортному существованию, наработать себе капитал связи, чтобы все было вот оно так хорошо и прекрасно. Но вы посмотрите тех, кто родился со знаком зодиака Скорпион, солнечным знаком, кто они, кто эти люди. Вы посмотрите, что это самые влиятельные бизнесмены, это правда так. Еще те, кто по Солнцу родился в октябре, те вообще задача всей жизни прийти к финансовой составляющей, то есть здесь нужно жить хорошо. То есть если вы посмотрите всех тех, кто родился в октябре, даже весы, то задача всей жизни заработать состояние. Если этого нет, все остальные сферы рушатся. И здесь вы должны заработать состояние, не вам кто-то его должен дать, да? А тех скорпионы, кто родился в ноябре, там задача уже более эзотерического, психологического характера, да, то есть там наводить вопросики в мире добра и зла, я бы так это сказала, по справедливости, по интересам делиться, да, то есть не нарушать баланс добра и зла. Вот здесь больше такая история. Самая сложная задача, конечно же, у второй декады, кто родился с 1 по 10 ноября. Еще бывает в редких случаях 11 ноября захватывает, да, момент. Но здесь совершенно другая психологическая работа над собой. А так, ребят, скажу вам, что задача Скорпиона-то это всегда, потому что противоположный знак – это Телец.
это прийти к комфорту, к своей приятной, роскошной жизни. Она может быть не фешенебельная, это не фасад, который где-то там сверкает и все видно. Скажу вам больше, если вы в условиях, ну то есть в своих жизненных задачах хотите зарабатывать деньги и рассказывать об этом всем вокруг, скажу вам так, что задача Скорпиона зарабатывать-то и не высовываться в прямом смысле, потому что если у вас 8-й дом заполненный, то вы вообще спокойно себе зарабатываете свои валовые объемы неучтенной наличности и никому не светите, не говорите, вам с этим хорошо и прекрасно. И как только вы начинаете светить, да здравствует, здесь приходят все те, кто хотят у вас эти деньги отнять. Поэтому здесь вот такая философия. Но если у вас заполненный 8-й дом, нужно зарабатывать их так, чтобы комар носа не подточил, чтобы здесь было все максимально в документационном плане четко, понятно и прикрыто. Я это вот так могу сказать, да. То есть, но как только вы начинаете этим со всех утюгов вещать, вы мне скажете, ну вот же везде там у нас в соцсетях вот эта история продается. Ребят, скажу, что как если вы со своими скорпионами показателями начинаете выходить в соцсети, 8-й дом это не про соцсети. 8-й дом это когда вот вершина айсберга, вот она вот такая вот крошечная, а все деньги под водой. То есть это чтобы вы понимали свой масштаб и размах. И как только вы начинаете свой айсберг показывать, он начинает тонуть, понимаете? Потому что знаете, на чем держится красивый вот этот фасад айсберга? Ну вот под тем, что все внутри скрыто. Если у вас 2-й дом в Скорпионе, то не заработать больших денег. 2-й дом это самый простой из финансовых домов заработка, да, то есть это мы устраиваемся там на какую-нибудь работу по сферам жизни, то есть если вы Скорпион, 2-й дом у вас в деньгах, то здесь в какую сферу нужно идти, да, здесь однозначно нужно разобраться в психологии, возможно вы станете психологом на каком-то этапе, это будет какой-то ваш такой стартовый момент, да, здесь конечно же нужно разбираться в финансах, в моментах эзотерических, психологических в том числе, да, что везде есть потаенный смысл и есть та информация, которую людям рассказывать просто нельзя. Я как тоже истинный плутонианец, рожденный в 80-х, понимаю, что все те люди, кто родился в 80-х до 95-го года, Плутон находится в Скорпионе, да, ну, то есть и вы прекрасно тоже понимаете, что не всю информацию можно вот так вот рассказывать в эфире, и что есть везде второй смысл, потайной смысл у всех тех вещей, которые вообще существуют, что есть видимый, невидимый мир, и здесь нужно соблюдать баланс, да. Те люди, которые этим увлекаются, они прекрасно знают, куда они идут. Те люди, которые не знают, не всем нужно знать этот смысл, да, но как истинные скорпионы вы должны понимать, что у вещей у всех есть у нас не просто видимый мир, но и невидимый. И я надеюсь, вы как истинные скорпионы это понимаете, как минимум чувствуете, да. Если вы чего-то не видите, не означает, что этого нет. Это скорпиония схема, понимаете, вершина айсберга и все то, что не видно. И да, многих может это все невидимое напугать, и не нужно стремиться это видеть, если вы пока этого не видите, да. Вот так постаралась рассказать в 2 словах. Да, с чем работает еще Скорпион? Здесь вообще все ресурсы различные, да, природные ресурсы, работа с металлом в том числе, здесь вообще ресурсы силовые, да, здесь работа в силовых структурах, здесь в том числе энергетика, здесь вообще все банковские сферы, здесь страховки тоже освоена на банковской системе, да, здесь работа вообще с тайнами, вся та эзотерика, которую я сказала, умение хранить тайны, все чрезвычайные ситуации, службы спасения. И еще очень много сфер, которые я не сказала, и они сейчас развиваются от кризисов любых. То есть сфера Скорпиона – это уметь решать кризисы. Может быть, вы просто по показателям натальной карты, не просто же у нас 1-2 дом в натальной карте – это важный показатель, у нас еще и 6-й дом. И если он у вас заполнен, да, тогда
Здесь очень много моментов, что нужно вообще в принципе впахивать по жизни. Вот прям выкладываться на максимальную. Хотя если у вас и второй дом в Скорпионе, здесь история про то, что тоже нужно работать. Если у вас Плутон находится во втором, в шестом или в десятом доме, про десятый дом сейчас вообще отдельно расскажу, и про восьмой, да, там вообще высшая октава заработка денег, и там вообще другие позиции, в принципе, в обществе, да. То есть, если у вас второй или шестой дом находится в Скорпионе, там Плутон и много планет, то здесь вообще история того, что нужно максимально очень сильно прокачивать свою сферу заработка и финансов. Для вас это вообще, в принципе, история очень важная. Вы выбираетесь из своих сложных ситуаций, возможно, ваши родители выбирались из сложной ситуации, скорее всего, если вы еще и по Солнцу Скорпион, то здесь история того, что вы пришли в свою семью, в свой род, если, как я говорю, если без вашей семьи до вас не было достатка миллионеров и тому подобное, то появились вы в вашей семье, чтобы вытянуть, потому что на момент вашего рождения ваши родители где-то не справлялись. И если они после вашего рождения сдались, то у вас есть все силы. То есть вы родились именно Скорпионом для того, чтобы поднять свою семью еще выше, свой род. И здесь не нужно говорить, ну почему родители спасовали, вот у меня вот такое плохое финансовое положение. Ребят, да родители вам дали жизнь. Если у вас есть телефон, компьютер или планшет, вы меня смотрите, ну скажите им спасибо, вы здесь, у вас уже есть все моменты для того, чтобы подняться, потому что те люди, кто уже давно смотрят меня, кто знает меня не первые 3, 5, 7 лет, знают, что кто придерживается рекомендаций, понимают, что здесь сдаваться нельзя, нужно идти вперед, и достаточно просто вот выполнять рекомендации и понимать, что не бывает здесь волшебника в голубом вертолете. Не бывает, ребят. Нам сейчас очень грамотно, красиво все это распродают, но нет. Здесь нужно собраться, здесь нужно понимать, что нужно подниматься в сверхзадачах своих, выполнять максимум и не проявлять свои такие, знаете, минусовые качества, потому что мы все в какие-то сложные моменты жизни уходим в минус, да. Нам хочется и агрессировать, истинным скорпионам, конечно же, хочется агрессировать, хочется зацикливаться на какой-то проблеме и говорить, вот нам здесь плохо, тем самым не видя масштаб, тем самым не видя, что этот кризис сейчас случился для развития, да, понять, что нужно вот эту задачу решить, особенно если есть вопросики какие-то извне, да, нужно понять, что нужно не проявлять диктат к своим близким вторым половинкам, да, нужно понять свое чувство меры, что вы на самом деле сейчас хотите, да, и это та самая история, когда не заглядываться на соцсети, понимать, что есть чувство меры, и не переделывать свою вторую половинку, как минимум, потому что ваше окружение – это история, вот это первая ступень вашей эволюции и развития. Если вы со своей второй половинкой не разводитесь, не разбегаетесь, когда у вас случается кризис, значит, вы пойдете дальше. Если вы развелись где-то там или сейчас думаете о разводе, потому что мне очень много скорпионов в том числе пишут на ежеквартальных гороскопах, что все, не могу, хочу развестись. Ребят, ну тогда с этого начинается вот это начало конца. Потому что если у вас есть вторая половинка, вы разводитесь, то тогда вы даже в базовом уровне уже проседаете. То есть вы смотрите где-то там и хотите вот так в легкости, вот это вот интересно, вот это вот все хорошо. Если у вас второй и шестой дом в Скорпионе, вам нужно максимально поднимать свои финансы, разбираться в психологии. И второй человек рядом с вами, ваша вторая половинка, помогает в этом. Если же у вас находится седьмой дом, восьмой дом, в Скорпионе в том числе, или там заполненные дома, и там находится Плутон, ребят, брак ваше все. То есть брак только спасет, раз уж я начала про вторую половинку, открывайте свою натальную карту, не знаете, как это делать, пишите свои комментарии, дата, время, место рождения и ваш вопрос. Я посмотрю, что у вас там где находится. Ну, как правило, мне пишут всегда те, я говорю, зачем разводитесь? Потому что сил нет больше терпеть. Так вы вообще ничего не терпите, вы еще даже не начали терпеть. Сейчас скажут, это вообще что за астролог такой? Ну, ребят, мы с вами живем в том веке, когда высокая конкуренция,
тенденция в развитии, в принципе, да, то есть 100-200 лет назад была просто борьба за выживание, сейчас, если у вас телефон, вы боретесь за качество жизни. Истинный скорпион борется за качество жизни, за уровень комфорта. Честно, правда. Вот когда вы вот это для себя скажете, что это так и есть, перестанете воевать как минимум со второй половинкой, потому что 100% у вас в жизни партнер, который за это же самое борется. Потому что, как правило, скорпионам по жизни попадаются либо плутонианцы такие же, либо же скорпионы, либо же козероги, которые на максимуме. Ну ладно, может быть, рыбы, овны, которые могут еще ваши эмоции понять, рыбы эмоционально, овны такие же импульсивные, агрессивные, нацеленные на результат, но вам почему-то кажется, что они слишком упертые и топят вперед. Но у овна задача по жизни идти, даже если устал, лежать, дышать, но не сдаваться, передышать вот этот сложный момент и идти вперед. Основная базовая эмоция овна. Рыбу могут еще ваши эмоции попридержать, вот так вот, о них позаботиться, потом начать, правда, страдать. Козероги вам никогда не скажут, что вы молодец. Козероги вам скажут: недостаточно стараешься, мало. И это вообще плюс 100-500. То есть если у вас такие сильные партнеры, значит, держитесь за них, да. Но скорпионы, сами понимаете, будут говорить: вообще мне мало, это вообще не то, это мало, ты вообще плохо зарабатываешь, ты делаешь не то, надо плюс 100 к твоим возможностям. Конечно же, если у вас знаки зодиака попроще рядышком с вами, такие как весы, раки понятливые, да, такие как близнецы или водолеи, которые за все ваши движухи, за все ваши идеи, тогда можно сказать: вот здесь полегче, как-то повезло, да, но они будут давать вам рост не такой мощный и жесткий, но зато полегче и планомерно. Но 100% у них тоже какой-то очень сильный, очень мощный Плутон, что они могут вас выдерживать. Поэтому здесь понимаете, ребят, что ваша вторая половинка – это ваш якорь. Если у вас 7-й и 8-й дом заполнены в ваших натальных картах, значит, вам нужно с этим разбираться. Вам нужно иметь свое дело, вашему партнеру по браку нужно иметь свое дело, и вам бы еще совместно иметь какой-то проект, иметь совместный бюджет в том числе, и каждый по отдельности, чтобы идти вверх. У вас 100% властный партнер, и вам это нравится. Признайте, что вам это нравится, без этого партнера вы бы давно раскисли, да, и идите вперед, перемалывайте эти трудности вместе. У меня есть клиенты, которые уже несколько раз, они женились, у них 6-й дом у обоих в Скорпионе, асцендент получается в Тельце. У них очень сильно заполнены 7-й и 8-й дома, у обоих, так вот, они поженились, когда им было 20, через 5 лет они развелись, поделили все имущество нажитое, то есть за эти 5 лет они ребенка родили, поделили все имущество, потом к 30 годам они ко мне пришли и сказали: так, мы снова женимся, а там будет у нас еще развод? Я говорю: ну вот там вот либо развод через 3 года, либо еще ребенка родите и сделайте состояние в 2 раза больше. И они такие: говорит: а почему у нас постоянно сложность выяснения отношений? Я говорю: так у вас 7-й дом в Скорпионе, вы, говорю, на этих качелях делаете деньги, делаете детей, делаете деньги, ну то есть постоянно у вас без этих качелей вы не можете. Они говорят: понятно, ну потому что я-то понимаю, что я его люблю не могу, и он тоже. Мы когда не вместе, нам плохо, у нас застой. То есть здесь ситуация вот такая: вы когда не вместе, у вас застой. Чтобы в этом разобраться, можно сейчас, конечно, сказать: нам хочется разойтись и вот жить нормально. Ну, вы вообще можете жить нормально? То есть вы такой человек. Если вашему партнеру с этим нормально, если у вас классный секс, если у вас классные отношения, если вы в страсти работаете, прям плюс 100 отдаетесь своему делу, то почему тогда нет? Каждый выбирает свои отношения, и здесь нужно, конечно же, понимать психику, чтобы это не доходило до каких-то физических моментов, потому что все-таки у вас растут дети, подрастают с вами, здесь нужно просто с детьми говорить. Но ситуация того, что вы как-то будете в легкости зарабатывать деньги, вот там, не знаю, поковырять в носу, и деньги к вам пришли, это не ваша история, ребят, и вам так неинтересно, вы не понимаете, как так могут деньги делаться. Но если вы настроили такой большой крупный бизнесмен, финансист,
в том числе, потому что очень много неучтенной наличности, как правило, идут через Скорпиона, через 8-й дом, я это уже говорила, да, здесь инвесторы, психологи, здесь умение рисковать, и как это получается? Вот так это получается. Ну а если, конечно же, у вас 10-й дом в Скорпионе, то тогда вам еще нужна и власть. То есть здесь вам не просто нужно вот это все иметь, руководить, вы еще хотите подняться до уровня финансового законодателя, потому что 10-й дом это когда вас, такого человека, бизнесмена, видят. То есть это все влиятельные люди, которых видно. Но если вы только начинаете и вы пытаетесь стать каким-то блогером, пытаетесь подняться, скажу вам так, ребята, это не история одного залетного видео и вот эта вот вся история. У тех людей, у кого Плутон в 10-м доме или же в 12-м, это, как правило, крупные влиятельные бизнесмены в государстве. Это, как правило, те люди, если в 10-м доме находится Плутон, это вообще результат очень такой сложной кармы, очень сложной кармы, да, то есть и здесь нужно ее сначала очень сильно отработать, и здесь история очень больших влиятельных денег, которые не видно, то есть это серый кардинал, который раздвигает пешечки, ставит, да, во всех играх, и вы этого человека никогда не догадаетесь, что это он владеет всеми богатствами мира. Я вот о чем. Положение Плутона в 12-м доме. А положение Плутона в 10-м доме это, как правило, важные президенты. То есть, чтобы вам нужно было понимать, птица какого вы масштаба. Если вы смотрите это видео, например, и у вашего ребенка Плутон в 10-м доме, вы должны просто сразу понимать, какой персонаж растет в вашей семье, да. Я поэтому, собственно-то, и детские натальные карты говорю, что это вещь очень важная, вещь очень нужная для того, чтобы понимать, что если вы не вытягиваете и у вас родился Скорпион, что не нужно говорить, вот мне не повезло, у меня родился Скорпион. Здесь как минимум нужно понимать, что здесь вы птица непростого полета, раз у вас родился Скорпион. Здесь нужно свой полет поднимать. Здесь нужно соответствовать, чтобы у ребенка было плюс к уровню жизни, да, но и здесь семья ваша должна быть вообще в принципе идти наверх, потому что одиночки на такой статус-то не поднимаются. Вообще, в принципе, если у вас высота-то очень сильно, а здесь 7-й дом, 8-й дом, 10-й дом в Скорпионе или в Плутоне, то здесь вообще в одинокого не подняться, просто не подняться. Но если у вас 9-й и 11-й дом в Плутоне, в Скорпионе, то там достаточно друзей и связей, да. А если у вас 7-й, 8-й и 10-й, то здесь без вторых половинок, которые за вас горой, которые хотят, чтобы вы каждый день просто не мечтают, просто все силы свои в вас пускают, чтобы вы выжили в этой битве по достижению финансов, да, они вами манипулируют, можно говорить как угодно, но если вы понимаете, что это старая, добрая, любимая манипуляция, то почему нет? Если вы знаете, как эту манипуляцией управлять. Я здесь вот про чем, ребят. Поэтому, если вы родились Скорпионом, то ваша суперсила, да, это внутренняя сила, глубина эмоций, которые даст вам как раз-таки вашу другую мощную суперсилу, это деньги. И здесь, конечно же, эмоциональных качелях своих нужно разбираться. Многие утопают, хотят вот как-то вот так история расслабиться, раскиснуть. А если все вышеперечисленное у вас в Плутоне и в Скорпионе, и вы даже не можете кредитоваться, инвестировать, решать свои проблемы чужими кредитными деньгами, вам сложно, или же вы не можете сбрасывать напряжение в своих партнерских отношениях, не можете бороться за наследство, вы стесняетесь пользоваться деньгами мужа или жены, то тогда здесь нужно прямо на начальном этапе разбираться, где закрытие вот этих эмоций, закрытие вашего потенциала. Возможно, оно родом из детства. Почему вы не можете проявить свое я, свой характер? Потому что Скорпион и показатели Скорпиона это один из самых больших и влиятельных знаков в принципе по деньгозарабатыванию. Все те люди, кто родились с 1956 по начало 90-е, у вас у всех в натальной карте по умолчанию Плутон в
прекрасном секстиле с Нептуном, то есть это захотел и заработал. То есть если у вас вот это захотел, вы не развили, ребят, надо развивать, нужно понимать, нужно срочно писать комменты и писать свои даты, почему у меня вообще сейчас в принципе денег нет, потому что это реально могут быть кризисы, очень много кризисов по жизни, которые вам говорят, ну ты уже начинай в этом разбираться, уже это вот твой самый минимум, нужно вот эту ступеньку пройти и начать идти зарабатывать дальше. Нужно с кризисами бороться, а не от них убегать. А многие, к сожалению, в этих кризисах не могут вариться, говорят, я хочу стабильных отношений, насмотрятся психологов, псевдопсихологов сейчас раскрученных и слушают, вот если у меня качели в браке, нужно уходить, расставлять свои границы и тогда жить хорошо. И живут они потом хорошо в одинокого, ни с кем не соприкасаясь, но проблем никуда не решают и финансовая составляющая никакая. А внутренняя история — притягивать сильных партнеров, раскачивать себя до максимума в эмоциональном состоянии для того, чтобы зарабатывать те самые деньги. Ребята, это не я сказала, это вот такие, я вам просто транслирую вот этот опыт, который у меня уже накопился достаточно, который на самом-то деле и работает. И где-то в глубине души вы знаете, что вы хотите и можете больше, но почему-то наталкиваетесь на тех людей, кто говорит вам, да ладно, скромничает и довольствуйся малым. Конечно, здесь еще нужно смотреть на другие показатели. Если у вас очень напряженный Сатурн в натальном карте, то вы, скорее всего, выходили, выбирались где-то из супербедности, но это не говорит о том, что и жить вы должны тоже в бедности. Нет, это говорит о том, что вам нужно с этого состояния выходить. Ну и деньги будут вам даваться не совсем легким трудом, а кому они сейчас даются легким трудом. Знайте, что если кто-то вам говорит, что деньги приходят в легкости, значит, на вас уже кто-то зарабатывает. Потому что деньги – это финансы. И они приходят через такие важные показатели, как «я захотел и сделал». Это Марс. Основная планета заработка денег – это Марс, второй управитель Скорпиона. И это не про в носу ковырять, это делать. И какая тут, когда ты что-то делаешь, знать, где ты будешь делать. Ну вот, основные истории, где зарабатывать Скорпиону, я рассказала. Ребят, спасибо, что были здесь, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если остались вопросы, оставляйте в комментариях. И, как говорится, постараюсь ответить всем. Дата, время, место рождения и ваш вопрос – это та информация, которая мне будет нужна, чтобы заглянуть именно в каждую натальную карту вашу, потому что общий гороскоп я рассказала, а мне нужны нюансы. И это другая начинка вашей натальной карты. И, как говорится, я надеюсь, что была полезна, и увидимся в следующем ролике. Пока-пока.